Как я перед поездкой читал, южный берег Иссык-Куля чуть менее развит в туристическом плане. Ну, прежде всего потому, что пляжи здесь не такие хорошие и удобные, как на северной его части. Я не знаю, я пока самый шикарный пляж, на котором я ночевал в первую прибывшуюся ночь, нашел случайно. И был он не в северной части, а скорее, скажем так, в восточной части озера. После этого решил я ехать из Каракола по южной стороне. И вот буквально доехал до населенного пункта, который не помню, как называется уже. И все это время до него дорога идет в стороне от озера, потому что, получается, дорогу от озера отделяют горы. И там, если смотреть по карте, то есть места, где обозначены пляжи, и вроде бы интересные места на озере, но как туда проехать, не очень понятно. Я пару раз пытался спускаться в грунтовке, но грунтовка в одном случае была такая себе, в другом случае там предлагалось перелезть через такой очень сильный бугор, на который я не решился. Поэтому получается, что фактически чуть не 100 километров от Каракола пляжи как бы есть, но их вроде как бы нет. А здесь дальше, когда дорога обратно приходит к озеру, здесь пляжи получаются не песочные. Они вот из таких вот довольно крупных камней. И не только вот таких вот довольно крупных. Туда, если в воду посмотреть, и вот куда-то дальше туда посмотреть, камни встречаются еще более крупными. То есть, с точки зрения любого праздно-пляжно отдыхающего, вот такой пляж, конечно, не очень. Есть любители камней, но я, например, не люблю, когда ты заходишь в воду, ты же не видишь, на что ты там наступаешь. Ты можешь наступить на острый камень или на большой, подвернуть ногу, упасть, разбиться и все такое. Поэтому южная сторона озера, она чуть менее многолюдна, даже, можно сказать, малолюдна. И здесь туристической инфраструктуры чуть-чуть поменьше, чем на северной стороне. Но на северной стороне я пока не был. Это пока всего лишь мои первые впечатления, плюс то, что я где-то там прочитал. Но с точки зрения живописности, вот эта вот южная сторона, это, конечно, потрясно. Я вот там вдоль дороги ехал, там все были вокруг питомники и сады. Яблоки, груши и все такое. Выехал вот сюда, и здесь, смотрите, там вот горы огроменные, высоченные, со снежными шапками. Здесь населенный пункт, весь утопающий в зелени. И вот такой вот замечательный вид на озеро. Озеро здесь выглядит абсолютно как море. И волнение такое же, и все такое же. Вот ничуть не скажешь, что это озеро, а не огромнейшее море или какой-то там даже океан. Здесь в этом смысле очень красиво и очень круто. Причем вот видно, что небольшая глубина, где отмель, вода чуть более зеленая, а там дальше, через метров, наверное, 40-50 от берега, вода становится такой темно-синей. То есть там уже чувствуется, что есть глубина. И плюс еще, смотрите, здесь этот пляж весь идет такой вот дугой. Вот здесь вот куча камней. Там дальше камни чуть помельче и больше песка. И может быть там поудобнее заходить. А вот там дальше выглядит как будто совсем сначала песочный пляж, а потом через 40 метров, вон он там, превращается в такие каменюки. И там вот есть какая-то бухта, речка впадает. И вот это вот все. Туда дальше я еще чуть позже проеду и все это внимательно рассмотрю и вам покажу. Но по первому впечатлению здесь неимоверно круто. Неимоверно. А самое главное, что здесь, наверное, хороший климат для таких, как я, для северных товарищей. Когда тепло, но не жарко, в общем. Единственное, что нужно опасаться солнца. Поскольку здесь мы все-таки высоко в горах, сколько, почти 2000 метров над уровнем моря, то, соответственно, и солнце здесь светит гораздо злее, потому что слой воздуха, который отделяет тебя от ультрафиолета, гораздо меньше из-за такой вот высоты. И сгораешь очень быстро. Я в первый день, когда вот там на том пляже купался, обгорел. Причем вроде бы я, что называется, голышом-то рассекал совсем недолго.
обгорел прям так плотно, все так вот здесь плечи, все такое, все так побаливает. В общем, нужно быть осторожным. Вот такое вот у меня получилось первое впечатление от первого пляжа, на который я попал на южной стороне. Прямо рядом с дорогой отмечена точка Viewing Point Amarillo Azul. Ну, естественно, я остановился. И вы знаете, здесь есть на что посмотреть. Посмотрите, какой отсюда открывается вид на озеро. Ну, озеро, наверное, даже не так сильно впечатляет, как сильно впечатляет вот эти вот заливы и населенные пункты там расположенные. Только что я вам вещал вот с того самого края вот того выдающегося полуострова, назовем это так. А здесь смотрите, какой залив, такая зелено-голубая вода. И здесь очень много рыбаков. Причем некоторые вон на лодках сидят, а некоторые сидят почему-то прямо даже вон у берега. Неужели прямо у берега что-то ловится? Интересно, что за рыбу они там вылавливают. Но народу рыбаков там очень много. Вон здесь у берега сидят, здесь сидят, везде. Здесь берег такой, получается, смотрите, камушки. И буквально сразу же там, 3 метра от берега резкий обрыв. То есть, я так понимаю, что здесь прямо сразу серьезная глубина. И поэтому получается, что в том числе из берега, наверное, можно глубоко закинуть. Ну и вот туда дальше уходит дорога вдоль озера. И озеро насколько хватает глаз. Вернулся обратно к, так сказать, обыкновенным туристическим местам. Здесь есть 5 водопадов. Самый ближний до него 600 метров. Идти примерно 20 минут. А самый дальний его вот там наверху. До него 2,5 километра. Где-то 1:45. И на высоте он уже на 3080 метров. А этот на 2470 метров. Здесь, вон, смотрите, статуя Гагарина и камень Гагарина. Статуя Гагарина, не знаю, каким боком она здесь, но вон она стоит. А камень Гагарина, он на той стороне, вот там вот. Честно говоря, представить себе не могу, какое отношение сюда имеет Гагарин. Но, с другой стороны, мало ли, может, он здесь был, а может, просто хозяин, большой его поклонник. Поэтому поставил ему такой вот памятник. Тут коровы пришли. И, честно говоря, туда к памятнику среди коров идти очень не хочется. Какой-нибудь бычок вот такой вот на меня обидится, боднет. Ну или просто получится, я наступлю куда-нибудь не туда, куда надо. И будет нехорошо. Ну и вот он, камень Гагарина. Интересно, почему он здесь? Что он символизирует, когда установлен? И почему к нему нет нормального спуска? Можно только сбегать вот по такой вот быстрой дорожке. Тут есть какая-то табличка. Юрий Гагарин. Памятник отреставрирован при поддержке правительства Москвы. Это прекрасно. А почему он здесь-то? Какое отношение эти места имеют к Юрию Гагарину? Или Юрий Гагарин к этим местам? Если вы в курсе, пожалуйста, пишите в комментариях. Ой, собрал я всю свою волю в кулак. Единым порывом одолел, как я думал, расстояние до первого водопада. Но оказывается нет. До первого водопада надо еще идти туда. Но правда здесь уже уклон поменьше, чем вот здесь. Здесь прям уклон такой адский. И смотрите, сколько он, если ориентироваться от дороги, я сюда уже прошел. Говорят, 600 метров. Ну, может быть. Но еще при таком адском подъеме это, конечно, адовато. Так, здесь можно подойти к каким-то вот тем перилам и, наверное, как минимум сориентироваться, где тут какой водопад и куда, кто его водопадит.
Фу. Ну вот это все, вот я так понимаю, что вот он водопад и есть. Горная речка такая спускающаяся сверху. А сам водопад, видимо, где-то там еще выше. Ну, придется мне еще поднажать. Ну и... Я добрался до первого водопада. Ну, скорее всего, это он. Он же называется чаша Манаса. Ну, вон чаша. Видимо, по-любому какой-то Манас в этой чаше находился. Я так понимаю, что, наверное, самый цимус забраться туда, собственно, в эту чашу. Но я на такой подвиг точно не готов. А водопад, надо сказать, красивый. И, честно говоря, подъем сюда стоил вот того. Потому что я не ожидал, что он настолько высокий и настолько интересный. Как вам кажется, стоило этого моих запыхавшихся усилий показать вам такое? Или нет? Пишите в комментариях. Ну и сами, если будете здесь в краях, заберитесь хотя бы вот сюда. Тем более, что есть еще 2-й, 3-й, 4-й и 5-й. 5-й вообще на высоте 3080 метров. Туда я точно не полезу. Ну, не сейчас. Вероятно, эту воду можно пить. Наверное, нужно попробовать. Потому что воды я с собой не взял. А пить уже хочется ужасно. Ну, морду умыл, воду попробовал. Значит, около водопада был. Посмотрите, как круто отсюда выглядит снизу. Пора в обратный путь. Ну так, коровы с быками ушли. Поэтому можно подойти к памятнику Гагарина и почитать, что здесь написано. Я, естественно, ничего не понимаю. Укеев Айдар. Автор. Тацис, Бектуров, Умаров. Короче, куча фамилий. 2005 год. Октябрь. Почему? Зачем? Почему Гагарин? Почему в этом месте? Юрий Алексеевич Гагарин — первый космонавт мира. Ну, да, наверное. В общем, вот краткое резюме сегодняшнего вечера. Вот туда, до водопада я дошел. Клевый водопад, здорово. Самый низкий, самый близкий. Где-то, видимо, вот там, за елками, за сосенками, видимо, есть еще один, повыше и подальше. Там дальше еще один, потом еще один. И вон нам видно на самом-самом верху, вон там, вон, льется самый высокий. Надеюсь, что это он самый высокий. Туда я вообще не представляю, как карабкаться. Но, видимо, как-то можно. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что подписаны на канал, что каждый раз ставите лайк, каждый раз пишите комментарий, каждый раз делитесь этим видео у себя в соцсетях со своими товарищами. И подписывайте на меня всех своих знакомых, внучку, дочку, жучку, мышку и всех-всех-всех. Поддержите материально, если есть желание и, главное, возможность. Если нет, ну тогда поддержите любым доступным способом, который сможете придумать. Счастья, здоровья, любви, терпения. С вами был Странный Дядька от водопадов